Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. И в этом видео мы разберем один из ключевых вопросов в громком деле об убийстве Ирины Фарион. Речь пойдет о фото человека в панамке и очках, которое следствие считает доказательством вины обвиняемого Зинченко. Это фото стало основой для портретной экспертизы, утверждающей, что на снимке Зинченко. Но есть серьезная проблема. Это фото может быть недопустимым доказательством по Уголовному процессуальному кодексу Украины. Более того, адвокат Зинченко Немировский уже подал ходатайство в суд о признании этого фото недопустимым доказательством. Почему? Давайте разбираться. Если вам интересны тонкости уголовного процесса, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Это помогает продвигать важные и интересные темы. Для начала немного контекста. Напомню, что Ирина Фарион – известная украинская филолог, чье убийство стало трагедией для многих. Обвиняемый Вячеслав Зинченко, 19-летний юноша, которому вменяют это тяжкое преступление. Одним из ключевых доказательств следствия является фото, сделанное свидетелем на смартфон. На снимке человек в панамке и очках, который, по версии следствия, связан с местом преступления. И, опять же, следствие утверждает, что человек в панамке и очках – это Зинченко. И вот это фото было передано следователю и использовано впоследствии для портретной экспертизы, которая заключила, что человек на снимке в панамке и очках – это Зинченко. Но способ получения этого фото вызывает большие вопросы с точки зрения закона. Адвокат Зинченко Немировский считает, что фото получено с нарушением Уголовно-процессуального кодекса и подал ходатайство в суд, чтобы исключить это фото из числа доказательств. Давайте разберем, почему это возможно. Итак, как это фото попало к следствию? Свидетель, сделавший снимок на свой смартфон, добровольно согласился показать его следователю. Это важно. Согласие было, и осмотр смартфона проводился без постановления суда, что допустимо по статье 233 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Но дальше начинается проблема. Следователь скопировал фото с телефона свидетеля на свой личный смартфон, оформив это как следственное действие осмотр с составлением протокола по статье 237 Уголовно-процессуального кодекса. На первый взгляд все выглядит законно. Есть согласие, есть протокол, но адвокат Зинченко Немировский утверждает, что это фото компьютерные данные, и их копирование
не может проводиться в рамках осмотра. Давайте разберем, почему он так считает и почему подал ходатайство в суд. Согласно статье 98 Уголовно-процессуального кодекса Украины, компьютерные данные – это информация, хранящаяся в электронной форме. Фото на смартфоне – это цифровой файл. А значит, оно подпадает под эту категорию. Это не физический объект, который можно просто взять и приложить к делу. Для работы с компьютерными данными Уголовно-процессуальный кодекс устанавливает строгие правила. Например, копирование таких данных должно проводиться в рамках временного доступа по статьям 159-163 или выемки по статьям 166-168. Эти процедуры требуют, чтобы данные копировались с использованием технических средств, гарантирующих их целостность. Например, созданием хэш-суммы, которая подтверждает, что копия идентична оригиналу. В деле Зинченко ничего этого не было. Следователь просто перекинул фото на свой телефон. Адвокат Немировский в своем ходатайстве указывает, что такое копирование нарушает порядок, установленный Уголовно-процессуальным кодексом, и делает фото недопустимым доказательством. Теперь разберем главный аргумент адвоката Немировского. Можно ли копировать компьютерные данные в рамках осмотра? Моя позиция как юриста – нет. И вот почему. Статья 237 Уголовно-процессуального кодекса описывает осмотр как следственное действие, направленное на изучение и фиксацию объектов, мест или документов. Следователь может осмотреть смартфон, чтобы увидеть, какие файлы там есть. Но копирование цифровых данных – это уже другой уровень. Для этого нужны временный доступ или выемка. Временный доступ статьи 159-163 Уголовно-процессуального кодекса позволяет скопировать данные с носителя, оформив это протоколом. Если есть согласие владельца, как в нашем случае, постановление суда не требуется. Выемка статьи 166-168 Уголовно-процессуального кодекса. Это изъятие носителя или его копий, тоже с соблюдением строгих правил. В деле Зинченко следователь оформил копирование фото как часть осмотра, а не как временный доступ или выемку. Это ошибка. Протокол осмотра не заменяет протокол временного доступа, где должно быть указано, как копировались данные и как обеспечивалась их целостность. Хуже того, следователь скопировал фото на свой личный телефон. Это нарушает статью 100 Уголовно-процессуального кодекса, которая требует, чтобы доказательства хранились в условиях, исключающих их изменение. Личный телефон следователя – это
не сейф и не специализированное устройство. Адвокат Немировский в своем ходатайстве подчеркивает, что такие действия ставят под сомнение достоверность фото. Теперь к главному. Почему фото может быть признано недопустимым доказательством? Статья 87 Уголовно-процессуального кодекса Украины гласит, что доказательство недопустимо, если оно получено с нарушением порядка, установленного кодексом, и это влияет на его достоверность или права сторон. Адвокат Немировский в своем ходатайстве указывает на следующее нарушение. Копирование фото проводилось в рамках осмотра, а не временного доступа или выемки, что противоречит статьям 159-163 и 166-168 Уголовно-процессуального кодекса. Копирование на личный телефон следователя нарушает цепочку хранения, предусмотренную статьей 100 Уголовно-процессуального кодекса. Нет гарантии, что файл остался неизменным. Отсутствие технических мер, таких как хэширование, ставит под сомнение подлинность фото. Эти аргументы дают основания для исключения фото из числа доказательств. А если фото недопустимо, то портретная экспертиза, которая опирается на этот снимок, тоже теряет силу. Ведь экспертиза не может быть достоверной, если исходные данные получены незаконно. Почему ходатайство Немировского так важно для дела Зинченко? Фото человека в панамке и очках – это не просто снимок, а ключевое доказательство обвинения. На его основе эксперты сделали вывод, что человек на фото – Зинченко, обвиняемый в убийстве Ирины Фарион. Если суд удовлетворит ходатайство и признает фото недопустимым, это может подорвать позицию следствия. Без этого фото, портретная экспертиза становится юридически ничтожной, а обвинение теряет важный элемент доказательной базы. Убийство Ирины Фарион – тяжкое преступление, и такие дела требуют безупречных доказательств. Если суд увидит, что следствие допустило ошибки при получении фото, это может повлиять на весь ход процесса. Этот случай не только о Зинченко или фото. Он показывает, насколько важно следователям соблюдать уголовно-процессуальный кодекс. Даже мелкие ошибки, такие как копирование файла на личный телефон или оформление действия как осмотр вместо временного доступа, могут разрушить дело. Адвокат Немировский делает важную работу, защищая права своего клиента и указывая на ошибки следствия. Это напоминание всем нам. Правосудие возможно только при строгом соблюдении закона. И такие дела, как убийство Ирины Фарион, требуют особой тщательности, чтобы истина была установлена, а виновные
наказаны на законных основаниях. Итак, друзья, мы разобрали, почему фото человека в панамке и очках в деле Зинченко может быть признано недопустимым доказательством. Адвокат Немировский подал ходатайство в суд, указав на нарушение Уголовно-процессуального кодекса, копирование компьютерных данных в рамках осмотра, использование личного телефона следователя и отсутствие технических мер. Если суд согласится с этими доводами, это может изменить ход дела. Что вы думаете об этом? Пишите в комментариях, делитесь своим мнением. Если вам интересны юридические разборы громких дел, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. И до новых встреч!